Всем привет! С вами канал Трипология звука, и это 12 глава, в которой мы рассмотрим синтезатор Vermona Piano Strings производства GDR. Самое интересное в том, что марка Vermona существует и по сей день и производит музыкальные инструменты, в частности аналоговые драм-машинки и модули для синтезаторов в формате Eurorack. У бренда Vermona достаточно долгая и интересная история. Если смотреть хронологически, то все началось в 1949 году, когда несколько компаний объединились для производства музыкальных инструментов, в частности аккордеонов, в Клиненталер Гармоника Верфе. Сам логотип появился в 1972, как и название. Первые опытные образцы разрабатывались и производились в городе Шёнеке, а вообще в музыкальном производстве участвовало порядка 3000 человек. Дальнейшую историю я не прослеживал, но я знаю, что в 1990 году Клиненталер Гармоника Верфе развалилась на несколько компаний, и бренд перешел под управление компании HDB Electronics GmbH, которая существует и на текущий момент. У компании есть работающий сайт, и стоит отдать дань уважения немецкой педантичности. На этом сайте можно найти мануалы всех производимых устройств марки Vermona. Правда, они на немецком языке, но в очень хорошем разрешении и качестве. Давайте рассмотрим поподробнее внешний вид и устройство данного синтезатора. Синтезатор имеет боковые панели из ДСП и центральную часть, выполненную из алюминия, обтянутого кожезаменителем. Первое, на что обращаешь внимание при встрече с данным синтезатором, это яркие и нарядные ручки разных цветов. На моем синтезаторе это коричневые, желтые и красные, но я встречал синие, зеленые и другие цвета. Синтезатор, благодаря удачной внутренней конструкции с вертикальным расположением плат, получился достаточно компактным и легким. На синтезаторе 80-х годов присутствует стандартный и знакомый нам разъем питания и линейный выход стандарта большой джек. Передняя панель разделена на несколько логических блоков. В левой части мы можем увидеть блок эффектов, в котором представлены 8 пресетов, 4 на перкуссию и 4 на стринги. Также мы можем увидеть тумблер для включения систейна для перкуссии и регулятор систейна, который работает на стринге. Это регулятор громкости, красный. И дальше идут регуляторы громкости для перкуссии и для струнных соответственно, по 3 штуки, которые по факту являются эквалайзером, то есть средние, низкие, высокие частоты. В правой части мы можем видеть тумблер питания. Клавиатура у Vermona на 5 октав, а в верхней части устройства расположен пюпитер, куда можно устанавливать ноты. Стоит отметить, что все регуляторы очень легко и плавно перемещаются очень легким движением, благодаря удачной конструкции, которую мы рассмотрим немножко позже, когда будем рассматривать внутреннее устройство синтезатора. Также стоит упомянуть про мягкость включения и всех тумблеров. Они очень и очень легко включаются. Под тумблером питания находится лампочка. Есть один недостаток, связанный именно с мягкостью переключения тумблеров. Когда играешь на первых 2 октавах, постоянно переключаешь тумблер систейна в случайное положение, в зависимости от того, в какую сторону играешь. Еще один недостаток. При переключении пресетов кнопки имеют свойство вылетать, потому что они отщелкиваются.
Чтобы добраться до внутренних компонентов, нужно открутить два винта. Один под кнопкой питания, второй слева. После этого синтезатор открывается вот таким образом. Такую конструкцию мы уже видели на Tomia 1501, но учитывая, что это устройство было собрано ранее, значит, первые придумали такую конструкцию, скорее всего, немцы, либо они, возможно, тоже вдохновлялись с каких-то других устройств. Открутив еще два винта вот здесь и вот здесь, можно откинуть клавиатуру, чтобы добраться до ее контактов. Под клавиатурой слева находится блок Хоруса. Клавиатура на этом синтезаторе достаточно замороченная, состоит из 4 шин и 3 контактов. Причем один контакт перекидной, который переходит одной шины на другую, а два остальных контакта, один находится в нормально замкнутом, а второй в нормально разомкнутом положении, и при нажатии на клавиатуру верхние контакты меняют свое состояние. Учитывая, что устройство достаточно простой конструкции по схеме, то клавиатура, я считаю, чрезмерно усложненная. Можно было найти какое-то решение покрасивее и попроще. У нас на других синтезаторах достаточно удачные были конструкции. А здесь, наверное, такое сложное устройство, я бы сказал, наверное, не оправдано. Нижние штанги имеют свойство окисляться. Это видно на примере данного синтезатора, вследствие чего пропадает или появляется систин. Ну и клавиатура может не срабатывать, клавиши какие-то. То есть решается это теркой, то есть зачищается контакт, штанга. Но все это достаточно неудобно в обслуживании и доставляет некоторые трудности. Конструктивно внутри платы стоят 3 ряда. Справа вот здесь находится блок питания. И в конце еще одна плата, которая расположена под углом, находится вот здесь. Детально я не разбирался, что здесь, что знаю, что вот эта плата блока питания. И здесь, собственно, обработка клавиатуры, вот эти 2 ряда. Что все остальное я не смотрел. То есть, скорее всего, слева это задающие. Что вот это 2 платы я не знаю, нужно смотреть на схеме, разбираться в немецком языке. Вот таким образом выглядит и расположена последняя плата. Я знаю точно, что генератор собран на 555-м таймере. Вот, но где он расположен физически, не скажу, а на микросхемах нет маркировки мне понятной. Еще особенность такая, что сразу бросается в глаза непривычные взгляду детали. То есть конструктив конденсаторов, резисторов такие у нас не применялись. Один из интересных элементов, про который я хочу рассказать, это, собственно, потенциометры собственной конструкции, про которые я упоминал ранее. То есть именно благодаря тому, что они кастомные и вот такой имеют большой рычаг, именно поэтому они очень легко двигаются. Очень легко их обслуживать, потому что, собственно, вот у нас слой графита, на него контакт, то есть легко почистить, если они вдруг окислились, либо что-то произошло. То есть, конструкция вся перед вами достаточно наглядная, то есть распорочка треугольником, в конце которой в вершине находится ось, на которой, собственно, и закреплен рычаг. Достаточно любопытная конструкция, очень легко перемещается благодаря физике процесса и длинному рычагу. Мне очень эти регуляторы понравились. Конструкция кнопки, в принципе, достаточно стандартная. У нас применялось тоже нечто подобное. Состоит из отдельной пластмассовой части и концевика, по которому, собственно, и нажимает кнопка, и отдельной лампочки рядом. Но почему-то именно в советской реализации на нашей отечественной элементной базе эти кнопки достаточно
достаточно туго нажимаются, не всегда срабатывают. А тут именно благодаря, скорее всего, точности и качеству сборки они очень мягко нажимаются. Да и сам конструктив кнопки, благодаря большому физическому размеру, обеспечивает большую надежность. И опять же, сам рычаг кнопки, на который нажимает качелька, достаточно большой. Послушаем стандартные возможности данного инструмента. Пощелкаем все пресеты, покрутим все ручки, чтобы было понимание, как может звучать этот инструмент. Как я уже упоминал ранее, управление здесь разделено на две части. Условно перкуссия и условно струнные. Блок эффектов аналогично относится к двум частям. К блоку перкуссии относятся 4 кнопки и к блоку струнных относятся 4 кнопки. Первая кнопка в каждом из отделов — это кнопка с названием Direct, и по факту, скорее всего, это просто чистый звук. И получается 3 кнопки, оставшиеся в каждой из частей, это включение разных режимов хоруса на данный блок. Я уже упоминал, что вот эти 3 регулятора я воспринимаю как эквалайзер. В принципе, сейчас продемонстрирую почему, то есть будет понятно. То есть можно просто подрегулировать частотную составляющую звука. Начнем мы с секции перкуссии. То есть сейчас выведу звук на яркий. Как я уже говорил, на блоке перкуссии системно управляет вот эта кнопка и имеет всего 2 положения, то есть короткий и длинный систем. Этот регулятор относится к секции струнных, с ней мы ознакомимся позже. Что я имею в виду под коротким системом? Это и вообще, чем отличается блок перкуссии от блока струнных? На перкуссии очень короткая атака, то есть звук максимально резко входит. Слышно, то есть это с выключенным системом. С длинным системом звучит это так. Послезвучие. Переключаю в короткий. В принципе, короткий звучит тоже достаточно интересно. То есть послушаем. С долгим хвостом этот же пресет звучит так. Интересная особенность, то есть помимо система этот тумблер по факту влияет и на затухание. То есть на коротком затухает инструмент достаточно быстро, если я не отпускаю клавиши. Слышно, а на долгом вот так это звучит. Мне очень нравится приглушать звук. Именно на приглушенном звуке секции перкуссии там очень приятное пиано. То есть звучит это вот таким образом. Ну и по желанию можно добавить тех или иных частот, да. На коротком системе очень классно играть какие-то быстрые арпеджио. И это очень здорово звучит, когда есть какое-то эхо.
А еще интереснее звучит, когда есть дилей. То есть сейчас я выключил эхо. Кстати, можно послушать чистый звук инструмента, без вообще всякой обработки. Клавиша. Нужно почистить шины. Ну, давайте уже, раз чистый звук, послушаем на долгом системе, да. Вот этот инструмент, в принципе, звучит достаточно благородно, даже без всякой обработки. Так, включаю короткий и включаю ленточный дилей, эхо 1. Сейчас я его выведу. Так, вроде как сейчас должен работать посыл на дилей. Короткий звук, да? Есть эхо. Послушаем, как это может звучать. Выключил эхо. Так, послушаем теперь, собственно, пресеты с обработкой. Вторая кнопка, пресет называется Slow. То есть понятно, что пресет включает модуляции разного вида. Но в данном случае еще есть какое-то ощущение, что частотно изменился звук. И понятно, что именно пресеты с хорусом лучше слушать на долгом системе. Так, слушаем третий пресет. Послушаем, как работают модуляции. Так, и последний пресет из секции перкуссии, называется он Хор 2. Тут слышно, что модуляция намного быстрее, и поэтому звук такой насыщенный. Послушаем его коротким. Очень классическое звучание. Сейчас выведу максимально яркий звук.
Достаточно такой любопытный пресет. Переключаемся на секцию струнных. Включаю 5-ю по счету кнопку и по факту 1-ю в разделе струнных, которая называется Direct, то есть чистый звук. И мы переключаемся с вот этой секции уже на эту. То есть вот эти регуляторы уже не работают, начинают работать эти, но по аналогии. Точно так же, как я и говорил, то есть я воспринимаю их как эквалайзер. Продемонстрирую, да. Систейном теперь управляет вот эта ручка, я ее установил в минимум. И теперь продемонстрирую то, о чем я говорил, что на секции струнных просто есть атака. Слышно. Ну и скорее всего чуть-чуть там по тембру он отличается. Добавляем систейна. Сейчас давайте без него. Очень она яркая, поэтому ее тоже желательно приглушать, и на приглушенных она звучит намного интересней. Preset Fast, 2-я кнопка в секции струнных. Пресет Хор 1. Это, наверное, самый насыщенный из пресетов, то есть очень глубокие модуляции. Красиво звучит. И последняя кнопка, которая называется Хор 2. Достаточно быстрая модуляция. Собственно, это и есть весь набор пресетов, которые можно получить на данном инструменте. Ну, понятно, что можно еще играться ручкой систейна, получая некоторые промежуточные варианты звуков. Но мне все-таки больше нравится этот инструмент в паре с делаем, либо ленточным, либо каким-то другим. Каждый из них, в принципе, его украшает по-разному. В данном случае я сейчас включу SK100. И вы поймете, насколько меняется тембр.
И совершенно этот инструмент звучит иначе, с ленточным ревером. Возвращаемся на тот же пресет. Понятное дело, что здесь у меня достаточно такие очень специфические ревербераторы Delay, и, скорее всего, стоит записать отдельный очерк именно по звучанию каждого из них, потому что они достаточно каждый по-своему звучит и привносит что-то свое. Стоит подвести итог по данному синтезатору. Это единственный синтезатор, в котором я, в принципе, ничего не трогал. То есть он приехал ко мне, я ничего не заменял, включил, и он стал играть. То есть понятно, что некоторые клавиши не работают, нужно почистить, возможно, там какие-то конденсаторы заменить. Но на фоне наших советских устройств, конечно, заставляет задуматься, вызывает уважение то, что данное устройство 70-х годов, то есть настолько хорошо и качественно собрано, что после стольких лет не требует профилактики при условии правильного хранения. Удивляет, опять же, компонентная база, удивляет компоновка, насколько все хорошо собрано, насколько интересные решения применены. Да, устройство простое, распространенное, оно было популярным. Его можно легко найти за небольшие деньги, но оно имеет все-таки специфический звук достаточно, и если выбирать среди аналогичных аппаратов, то это вполне достойный выбор, и при дополнительной какой-то обработке его чистого звука какими-то внешними ревербераторами или делаями мы получаем очень чистый звук, то есть очень чистый и очень качественный. Мне нравится внешний вид устройства, мне нравится его компоновка. Мне нравится его вес. Насчет оставить его себе, сложный вопрос, не знаю, может быть, продам. Просто потому, что, ну, скажем так, подобный звук можно накрутить на других синтезаторах, и все-таки я пришел к мысли, что стоит оставить всего лишь несколько синтезаторов, любимых, которые я буду использовать. Он нравится именно в плане вида, то есть он такой очень домашний, уютный, симпатичный, боковые вот эти деревянные с ДСП, вернее, панели. Вот эти боковые панели, они очень стильно смотрятся, и вообще он вписывается очень классно в современный интерьер. Надеюсь, вы узнали что-то новое из этого видео, будет полезным вам. Если что-то знаете такое, чего я не упомянул, либо какие-то особенности интересные про данную фирму, синтезатор, рассказывайте в комментариях. Это был первый пробный выпуск уже в новом формате, в более правильном качестве, в более правильной компоновке. Я надеюсь, что усилия, потраченные на это видео, не прошли зря. Всем до встречи, до новых глав. Расскажу про что-нибудь в следующий раз еще интересное. Всем пока!